Дверь мягко скрипнула, когда Томас Картер вернулся в Остин на несколько дней раньше запланированного срока. В руках он нес темно-синий чемодан с прикрепленным к молнии маленьким плюшевым дельфином, любимой игрушкой его 7-летней дочери Лили. Месяц напряженных командировок был позади, и Томас мысленно представлял, как девочка радостно бросится ему навстречу. Однако вместо ожидаемой сцены его встретила тишина, прерванная тихим всхлипом. На кухне у окна стояла молодая женщина в светлом фартуке, Мэриан Браун. Лили сидела на высоком табурете, крепко прижавшись к ней, словно боялась отпустить хоть на секунду. Мэриан обнимала девочку одной рукой, а другой медленно размешивала какао, будто каждое движение было частью какого-то важного ритуала. Томас знал, что Мэриан прислали из агентства, когда предыдущая няня внезапно уехала. Но он и представить не мог, что между ними возникнет такая близость. Пока он мотался между Чикаго и Сан-Франциско, его дочь находила утешение и тепло в чужих объятиях, в тех, что сам он едва знал. В груди сжалось чувство вины, острое и неожиданное. Томас всегда говорил себе, что работает ради Лили, но ни разу не подумал, каково ей проводить вечера, не зная, вернется ли отец в ближайшие дни. Мэриан не оправдывалась, не пыталась объяснять, ее молчаливое присутствие говорило громче любых слов. Он поставил чемодан в угол, опустился на колени и протянул руки. Лили слезла с табурета не спеша, словно проверяя, действительно ли можно приблизиться. Когда она оказалась в его объятиях, Томас услышал почти беззвучный шепот: «Пусть она останется». И, встретившись взглядом с Мэриан, он понял, что теперь в их доме появилась еще одна важная часть. Вечером они втроем ужинали простыми омлетами с тостами. Томас не прикасался к телефону, не открывал почту, он просто слушал смех дочери и тихие слова Мэриан. И в этот момент он чувствовал, что наконец-то строит не планы на будущее, а сам дом, в котором хочется быть. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.